Приветик. Мне почему-то сегодня кажется, что сегодня какой-то суперсложный эфир, и я переживаю, уложусь я за час или нет. Но я так еще раз посмотрела свои конспекты, еще раз в голове все себе так по пунктам разложила. Надеюсь, за час справимся. В принципе, может, мы и раньше закончим, я не знаю. Ну, обсуждение нашей сегодняшней темы. Сегодня мы с вами будем вместе все делать расчеты выреза. Я расскажу, как сделать правильный, аккуратный, круглый вырез. Вот полностью, чтобы он был круглый, чтобы он не был какой-то в виде трапеции, чтобы он не был квадратом, чтобы он не был кривым каким-то с лесенками, а чтобы именно все было четко. Приветик, приветик, добрый вечер, все здороваются. Я вижу все ваши сообщения. Также расскажу, как правильно связать V-образный вырез. Очень много вопросов по этому поводу, и прямо они меня сопровождают вот с того момента, как я начала вести прямые эфиры. На самом деле V-образный вырез вообще легкотня, поэтому я думаю, что после сегодняшнего эфира вопросов не останется. Эфира почему не было? Потому что у меня почему-то прямой эфир не включался. Я уже, как всегда, начала паниковать, но все нормально, подключилась. Если что-то будет тормозить или что-то зависать, мне сразу пишите, будем переключаться и прям безжалостно выключать этот эфир и включать новый, потому что я насчет этого очень переживаю. Ну, давайте будем, наверное, начинать. Параллельно, если у вас будут вопросы по поводу вообще всего вязания нашего платья, либо по поводу сегодняшней темы, пишите, тоже буду там какими-то блоками объяснять и смотреть, отвечать. Я расскажу сейчас на примере своего платья, на примере своего выреза, а вы уже потом, естественно, сделаете расчеты на примере выреза вашего, потому что у вас свое количество петель, у меня свое, у вас своя длина выреза, у меня своя, но принцип один и тот же. Вот я думаю, что будет вам полезно как раз делать отдельно свои расчеты для того, чтобы точно все было понятно. Я сама лично связала вчера, в воскресенье, вчера связала свой вырез спереди, вырез на спинке мы будем с вами вязать вместе. Я решила, что два выреза мы точно не осилим, тем более я хочу вот прям от начала до конца показать одну половинку и вторую половинку, потому что эти половинки немножко разные. В чем суть, расскажу, когда камеру поменяю. Ну вот один вырез я связала, который спереди, он глубокий. Сейчас он кажется очень большим. Вот он, видите, получился полукруглый. Сейчас он кажется большим, но помните, что у нас еще тут будет резинка, у меня резинка 5 сантиметров, поэтому как раз все встанет на свои места, когда мы свяжем резинку. Резинку мы тоже с вами будем вязать, но уже в других прямых эфирах, и я как раз еще перед резинкой расскажу, как правильно сделать расчеты на резинку для V-образного выреза. Тоже там есть некоторые моменты. Резинка на круглый вырез, она вот прям сразу вяжется, теории там никакой нет, я на практике покажу, как я набираю петли по краю. Так, у меня спереди коса, хотела спустить ее на вырез. У вас получится ее пустить на вырез. Я показывала, если у вас V-образный вырез, так тем более, круглый я пока не могу представить. Я показывала, как вязать V-образный, расскажу, конечно, обязательно. Я показывала, как вязать V-образный вырез, когда мы вязали с вами образец. Вот когда мы с вами оставляли 2 петли в образце, 2 петли, да, в образце такие нетронутые, вот это будет ваша коса. Как раз в этом месте пойдет ваша коса, и она вот здесь закончится у вас в плечах. Потом вы можете ее продолжить вязать отдельно и пришьете ее сзади на ваш вырез на спинке. И все получится как раз вот четенько. Так, вроде все прочитала. Приветики, приветики. Так, ага, все, вроде все прочитала. Вот так вы здороваетесь, вопросов нет. Ну что, давайте менять камеру. Если сейчас зависнет, просто переключимся. Я думаю, не будем сильно из-за этого переживать. Хотя я всегда переживаю. Я поняла. Мне тут Санек немножко подкрутил. Я поняла, почему у меня было раньше так. Ну, это такое техническое. Так, сейчас я подниму камеру. Я тут уже сделала заранее себе
Ой, что я так неудобно. Заранее себе сделала, как видите, рисуночек, потому что на ютубе не видно, сейчас покажу. Вот, потому что пока я его нарисую в эфире, пройдет еще минутка. Я решила минутку сэкономить и нарисовала рисуночек для круглого выреза. Это рисуночек выреза нашего, и такой же рисуночек, так, это все лишнее я уберу. И такой же рисуночек я нарисовала на V-образный вырез. Вот он. Будем рассчитывать и тот вырез, и тот вырез. Это мои шпаргалки, как обычно на ютубе, их не видно. Ну вот в эфире прямом видно. Сейчас размещу листочек так, чтобы было всем удобно. Так, ну вот так вроде, только тут у меня зарядка. Сейчас я ее уберу немножко. Приветик, приветик. О, что, начал зависать, да? Пишите, надо переключаться или нет. Насчет хомыта. Если у вас какой-то вырез своеобразный, не похожий на те вырезы, которые в нашем интенсиве, то это уже для девочек с интенсива я отдельно разбираю. Мы специально с ними вместе решаем, как и что мы будем вязать. А если вы не с интенсива, тогда, ну, либо ждите, когда мы будем вязать такой воротник в интенсиве, либо пишите мне просто в директ, будем с вами вместе решать. Так. Приветик, приветик. Кто не может смотреть, смотрите в записи, конечно, ничего страшного. Ну что, зависает? Нет. Все нормально. Вот я руку положила. Давайте буду объяснять, мы уже 7 минут болтаем. Если зависнет, будете мне говорить, хорошо? Все, я буду внимательно смотреть. Итак, вот смотрите, что я сделала сейчас. Что-то у меня горло хрипит. Пока терпит, отлично. Я взяла, опять же, вот эту свою выкройку, которую я рисовала на каком-то там первом или втором нашем занятии. Перерисовала верхушку, которая мне нужна. Мы с вами довязали четко вот до этой точки, до выреза. Ну, либо еще не довязали, но у нас цель довязать до этого места. Вот, и дальше мы продолжаем вязать наш вырез и вот эти две части нашего переда и спинки. Я взяла свою выкройку и перерисовала мерки. Какие мерки мне нужны? Первое, это глубина выреза на спинке 5 сантиметров, глубина выреза на переде 10. Я переписала отсюда 10. Почему на спинке 5? Потому что я, ну, как бы это универсальная мерка, я всем советовала. Висит. Сейчас переключу. Всем советовала ее оставлять. Поэтому, если у вас будет эта мерка чуть больше, чуть меньше, это правильно, это нормально. Поэтому думайте сами, какая мерка, вот глубина спинки вам нужна. 5 сантиметров это такая оптимальная для всех. Сейчас я эфир начну в Инстаграме. Когда камеру переключаешь, почему-то виснет. Ну ладно, ничего страшного. Будем привыкать как-то работать в таких условиях. Так. Зато у нас, по идее, гарантированно целый час теперь не должно отключаться. Так, подключайтесь, девочки, отлично. Рассказываю дальше. Итак, взяла глубину выреза спереди, глубину выреза на спинке. Дальше, что я отсюда перерисовала? 19 сантиметров, это ширина нашего выреза, это не считая нашей резинки. Вот она именно в дырочке находится, переписала ее. Как ее считать, я рассказывала уже. И что еще нам нужно, это вот ширина плеча, 16,5 сантиметров, это от крайней нашей точки переда и спинки до конца нашей резинки. 16,5 она у меня здесь, сюда я ее переписала. Все, больше нам ничего не нужно. Все остальное мы сейчас посчитаем вместе с вами. Первое, что нам нужно посчитать, это, в принципе, эта мерка не очень важна в нашем вязании, но эта мерка как раз хорошо нам даст проверить, правильно ли мы связали вырез. Это вот ширина нашего плеча без учета резинки. Нам сейчас нужно записать ширину нашей резинки. Это вы решаете самостоятельно. Помните, снизу у меня резинка была 8 сантиметров, на вырезе я ее решила сделать 5, немножко поменьше. Вы можете здесь ставить свою мерку, которая вам нравится, которая вам нужна. Ширина моей резинки
спинки, ну, ширина, высота 5 сантиметров. Она у меня и спереди, и на спинке одинаковая. И теперь нам нужно посчитать вот эту часть, то есть от начала резинки до конца нашего переда или спинки. Как я это делаю? Здесь все очень просто. Здесь как бы не нужно мудрить. 16,5 вот это моя ширина, от 16,5 я отнимаю, ой, минус, я отнимаю 5 сантиметров ширину своей резинки. У меня получилось 11,5. Тут даже калькулятор мне не нужен. Не резко, не резко, резко, все отлично. Слежу, девочки, слежу. Записываю ее сюда 11,5. Почему не резко? Потому что руки двигаются, и телефон не знает, куда фокусироваться. По идее, вот надо руки держать на листочке всегда. Так, следующее, что нам нужно посчитать, это глубина нашего выреза на спинке и переде без учета резинки, потому что резинку мы сейчас вязать не будем, мы будем вязать вот эту часть на переде и на спинке вот эту часть, она там позади. Поэтому я сразу записываю, ну давайте здесь я запишу спинку, а здесь я запишу перед. Как мы это считаем? 5 сантиметров моя резинка, к глубине выреза на спинке я прибавляю длину резинки. 5 у меня глубина на спинке, плюс 5 резинка, получаем 10. По-моему, это мы с вами считали, да, когда, я уже, честно говоря, не помню, считали мы это или нет. Считали, да, считали, когда мы делали расчеты переда и спинки. И теперь это спинка моя, давайте я запишу, что ли, спинка. А на переде все то же самое, только мы к 10 прибавляем 5. 10 глубина, 5 моя резинка, получаем 15. 15 это перед. Записала я, готово. И здесь пишу 15. Отлично. И последняя мерка, которая нам нужна, вот у нас 11,5, 15, 10, 5. Последняя мерка, которая нам нужна, это ширина моего выреза без учета резинки. Или с учетом, как это правильно сказать? То есть вот от этой точки до этой точки ширина выреза, которую мы будем вязать сейчас, потому что резинку мы будем вязать уже потом в конце. Как я ее считаю? К 19, к ширине моего выреза я прибавляю с одной стороны 5 сантиметров резинку и с другой стороны 5 сантиметров. То есть всего 19 плюс 10 у меня получается 29. Эту мерку я тоже записываю сюда, 29. Вот красным я отметила те значения, которыми мы будем пользоваться так или иначе. Синим это наши изначальные мерки, которые нам, ну, в принципе, в расчетах пока не нужны. Вот мы их использовали, больше они нам не нужны. Дальше считаю, что я так сказала, считаю теперь ширину и высоту. Я сразу записываю свою плотность вязания, которая у меня уже давно готова. В 10 петлях у меня 7,5 сантиметров, в 10 рядах у меня 4,8 сантиметра. Смотрим ширину, что нам нужно узнать в ширине. Во-первых, это вот эта ширина 29 сантиметров, ширина нашего выреза, который мы будем сейчас вязать. И также плечо, ширина плеча 11,5 сантиметров. Ширина нашей резинки нам пока не нужна, тем более это высота, даже не ширина, потому что мы будем ее вязать потом. Сейчас нам нужно рассчитать именно вот эту нашу часть, вот эту. Резинку мы не трогаем. Дальше в высоте смотрим, что нам нужно посчитать. Тут все легко. Высоту переда и высоту спинки, то есть 15 сантиметров сколько рядов и 10 сантиметров сколько рядов. Давайте я тут что ли запишу. 15 это перед, а 10 это спинка. Так, правильно. Беру калькулятор и считаю. Как раз проверю все свои шпаргалки, правильно ли я посчитала. 29 я умножаю на 10 и делю на 7,5. Получается 38,6. 38 мне подходит. Здесь должно быть, конечно же, четное количество петель, потому что у нас 2 половинки будут выреза. Мы сначала эту часть свяжем, потом эту. Вот желательно, чтобы это число делилось на 2. Саша, я с вами в интенсиве. Мне насчет воротника хомут, если будут вопросы, можно в Viber вам писать? Да, конечно. Даже вообще спокойно пишите, не задумываясь ни о чем. Будем думать с вами, как его красиво связать. Дальше
11,5 я умножаю на 10 и делю на 7,5. У меня получается 15,3. Это как раз-таки мое плечо, и оно может быть как четным числом, так и нечетным. Поэтому 15 мне подходит вообще отлично. Давайте я здесь запишу, что это должно быть четным. 38. Дальше считаю здесь. 15 я умножаю на 10 и делю на 4,8. Получаю 31,25. Вот как раз-таки тут мне тоже нужно четное число, потому что, помните, я всегда советую в рядах оставлять четное число, потому что у нас лицевой и изнаночный ряд. Чтобы изнаночным закончить, и было у нас все, ну, очень так даже логично. Так, записываю поэтому не 31, а 32. Все-таки 31,25 к 32 ближе, чем к 30. И здесь я, ну тут можно 10 на 10, 100 разделить на 4,8. У меня получается 28, я записываю 20. Все, это я все свое посчитала. Опять, да, не фокусируется немножко. Это я все свое посчитала. Теперь нам нужно отдельно каждый наш вырез посчитать. То есть нам нужно расписать красивые равномерные убавки, чтобы у нас не было ни квадратного выреза, ни ломаного какого-то, а вот именно прям все аккуратно. Какую еще здесь манипуляцию я советую произвести? Какой расчет? Неля, привет, очень рада тебя видеть. Приветик, шапки на заказ, очень рада, приветик. Какую манипуляцию еще здесь советую вам произвести? Я советую вам вычислить количество петель. У нас получается 29 сантиметров, это ширина выреза, 11,5 это вот эти части, здесь 11,5 и здесь. Вот я к 38, это петли мои, прибавляю 15 и еще раз 15, потому что у нас два плеча. И что я должна получить? 38 плюс 15 плюс 15, 68. 68 это количество петель ширины платья. Давайте я запишу. Это петли ширины платья. Что это значит? Вот вы сейчас вяжете или уже связали, да, спинку и перед до выреза, и у вас на спицах какое-то количество петель есть. Вот оно должно совпадать с этим количеством. У меня 70 на спицах, 70 и должно быть, потому что 68 плюс 2 кромочные, про кромочные не забываем. У меня все совпало, вот здесь у вас обязательно должно совпасть. Если не совпадает, значит вы здесь где-то прибавляете, где-то отнимаете циферки, чтобы было все четко, иначе немножко не сойдется. Если я камеру пододвину, тогда на ютубе будет видно хуже, поэтому вот так вот гораздо лучше, вам честно говорю. Пододвину, тогда листочек вообще будет кусочком. И на ютубе тоже качество ухудшится. Теперь, что же я делаю дальше? Я нарисую, давайте начнем со спинки. Нарисую сначала свою спинку, вырез на спинке. Сейчас я его рисую чисто, знаете, от руки. Не смотрю на то, глубокий он у меня, не глубокий. Вот как он у меня рисуется, так я его и рисую. Вы можете совершенно спокойно нарисовать вот такую дугу. Это моя спинка. Давайте я сразу запишу. Спинка. Что мы делаем здесь? Высоту она у меня 10 сантиметров. Я могу, в принципе, тут записать 10. Высоту она у меня 10 сантиметров. И вот здесь, видите, 20 рядов. Я сразу для себя здесь записываю эту информацию. Спинка моя 20 рядов. Что значит 20 рядов? Значит 20 этапов. Что значит этапы? Это вот количество рядов. В каждом ряду будет какая-то манипуляция, какая-то убавка. Вот 20 рядов равно 20 этапов. Кто смотрел мое видео про вязание свитера регланом, как раз вот про этапы я тоже эти говорила. И в скобочках я сразу себе пишу 10 пар, ну давайте так запишу, лицевой ряд плюс изнаночный ряд. Почему пар? Потому что здесь я буду отмечать 10 у меня будет делений, изнаночный буду рисовать изнутри, лицевой снаружи ряд. Так будет гораздо понятнее, так будет, ну, очень даже как-то нагляднее, что ли. Поэтому сразу вот эти количество рядов, количество этапов делю на 2, получаю 10 пар лицевой плюс изнаночный ряд. За это количество времени, если можно так сказать,
да, про ряды времени, нам нужно убавить 38 петель. Я записываю минус 38 петель. Где я это взяла? Вот, смотрите, ширина моя 29 сантиметров. За 29 сантиметров мне нужно убавить 38 петель. 38 петель я сразу делю на 2, получаю 19. Почему я делю на 2? Потому что у меня две стороны будет. С одной стороны я сначала буду делать убавки, потом с другой. Вот у меня здесь минус 19 петель и здесь минус 19. Именно поэтому я просила, чтобы это число было четным. Добрый вечер, Сашенька. Вязала по вашему видео Лала. Отлично получилось. Спасибо. Не знаю, как вас зовут. Очень приятно мне. Спасибо. Итак, 19. Ну, давайте запишу с одной стороны. Это, по-моему, кто со мной все время вяжет, все уже, ну, это наизусть знают. Дальше, что мне нужно сделать? Давайте я, наверное, на отдельном листочке, что ли, это нарисую. Ой, не знаю, как мне поступить. Давайте на отдельном листочке нарисую. Помните, я вам рассказывала, это когда мы тоже, кажется, реглан вязали или платье, по-моему, платье вязали. Нам нужно выяснить, сколько петель закрыть посередине. Мы сначала какое-то количество петель закроем посередине, вот здесь, одним махом. Ну, мы их не закроем, я так называю закроем, мы их оставим на нитке, а потом будем, ну, или на булавке, а потом будем убавлять равномерно с двух сторон наши петли. Лена, очень приятно. Сейчас я покажу свой вырез. Я так много тарахчу, а уже 20 минут протарахтела. Вот мой вырез получился у меня спереди. И вот видите, здесь на нитке я оставила определенное количество петель. Я их никак не закрывала, а дальше пошла закрывать с этой стороны и с этой стороны. Вот у меня как раз полукруглый вырез и получился. Поэтому, ну, невозможно с двух сторон сразу закрывать, это будет неудобно. Поэтому мы довязываем, ну вот, до этого места, предположим. Эти петли мы оставляем на булавку, на ниточку, неважно куда. И дальше начинаем вязать только вот эту часть. Эту часть мы всю провязали с убавками, нитку закрыли, отрезали и возвращаемся и начинаем с изнаночного ряда, вот как видите, вязать вот эту часть. Вот как раз одна у меня часть, вторая часть, и здесь посередине какое-то количество петель нам нужно оставить прямыми. Если мы сразу начнем закрывать с серединки, то вырез у нас здесь будет немножко такой вот V-образный. Нам все-таки нужно капельку здесь оставить прямо. Вот поэтому мне сейчас нужно посчитать, сколько... Нет, видео с шапками нет. Сколько петель мне нужно оставить здесь. Я нарисую такую небольшую схемку. Эта схемка условная. Я не могу сказать, чтобы вы на нее ориентировались вот прям постоянно. Я примерно это все записала. Если у вас будут отличаться значения от этих значений, это ничего страшного. Если ваш вырез глубиной до 10 сантиметров, получается как мой, у меня 10. Здесь вам нужно оставить примерно 5-7 сантиметров. Вот эта часть примерно 5-7 сантиметров. Если у вас вырез глубиной, ну не до, ну давайте допишу, до 15 сантиметров, то есть 10-15 сантиметров, давайте лучше так, 10-15 сантиметров, то здесь вы оставляете примерно 4-5 сантиметров. Если у вас вырез совсем глубокий, предположим, 15-20 сантиметров и больше, то вы оставляете здесь примерно 3 сантиметра. Почему так? Потому что если вы здесь будете слишком широко оставлять, у вас получится очень квадратный вырез, либо вам придется слишком много вязать прямо вверх. Это будет не очень красиво. Поэтому можно здесь оставлять поменьше, чтобы у вас остались какие-то петли на вот это закругление. Если у вас вырез совсем не глубокий, то вам можно оставить побольше сантиметров здесь. Можно даже больше, можно и 10 оставлять, ничего страшного. Вот, потому что если вы совсем чуть-чуть оставите, у вас будет слишком много петель на убавке, и может получиться здесь немножко ступеньками. Вот я вывела для себя примерно такие размеры, и мне они примерно подходят. Я просто уже смотрю по ситуации, что мне удобнее, какую мне удобнее цифру выбрать. Вот здесь я у себя
У меня глубина выреза 10 сантиметров. Для себя я выбрала оставить здесь посерединке 5 сантиметров. Давайте я запишу, наверное, сюда 5 сантиметров. Вот это моя часть 5 сантиметров. Я посчитала по своей плотности, давайте все запишу, 10 петель 7,5 сантиметров, 5 сантиметров у меня получилось 6 петель. 6 я делю на 2, получаю 3. Что это значит? 3 с этой стороны, 3 с этой стороны. Мне так удобнее записывать, потому что у нас две части. Нам с одной части нужно убавить 19 петель. Давайте я в кружочек это обведу. 19 петель нам нужно убавить с одной части, поэтому я делю это значение на 2. То есть 3 в одну 19 цифру, 3 в другую 19. Ну, вот так мне удобно. Так, Саша, почему мы левую часть сначала вяжем? Нитка же останется справа, если мы снимаем петли, не провязывая. Я их провязываю, эти 4 петли. Сколько у меня их там было? По-моему, здесь 6, а напереди 4. Я перед вязала, помню, что 4. Я их провязываю и потом вяжу следующий ряд вот тут слева. В принципе, без разницы, с какой стороны начинать вязать убавки спереди на вырезе, ну или на спинке. Готово, это я записала, теперь я могу расписать свои вот эти вот, как их называют, этапы и расписать все свои убавки. Сейчас буду я это делать. У меня всего 20 рядов, 20 этапов, 10 пар, 10 вот таких вот с одной стороны интервальчиков и 10 с другой стороны интервальчиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я могу расписать только одну сторону, вторая у меня будет в зеркальном отражении. Поэтому, чтобы не тратить время, буду записывать только одну сторону, потом вторую просто я переписываю. Мне удобнее, скажу вам честно, записать еще все свои этапы в столбик, чтобы отдельно считать, какое количество петель после каждого этапа у меня остается, чтобы я точно вот в 19 вложилась. Мне это важно, мне так удобно, поэтому советую вам тоже, давайте я буду зеленым писать, советую вам тоже это делать. Я сразу пишу в столбик 10 этапов. Давайте тут напишу этапы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово. Итак, в первом этапе, что еще важно, еще расскажу один нюанс. Очень много как-то всего запутано. Смотрите, в чем суть. Дело в том, что вот я почему записала 10 этапов, а не 20. Дело в том, что мы с одной стороны можем убавить большое количество петель только в начале ряда, вот здесь вот, когда мы вяжем лицевой, а здесь, когда мы в начало нашего ряда, подождите, здесь изнаночный, простите, это конец, потому что начало вот, мы вяжем слева направо, мы заканчиваем, и в конце мы не можем большое количество петель убавлять, сразу там по 5, 4 и так далее, поэтому в конце мы можем убавить только одну петлю. Я советую вам в конце каждого ряда убавлять по одной петле, так ваш вырез будет более вот пологий, такой красивый. А в начале ряда мы можем убавлять несколько петель. С этой стороны в начале ряда это лицевой у нас ряд, в конце изнаночного мы будем убавлять по одной петле. С этой стороны в начале ряда изнаночного, потому что здесь мы ничего не убавляем в начале лицевого ряда. А в конце лицевого ряда, вот мы дошли сюда, будем убавлять по одной. Потом мы переворачиваем, и в начале изнаночного ряда можем убавлять сразу много. Поэтому, с одной стороны, я буду записывать вот здесь, например, убавки, ну, предположим, в изнаночном ряду, а здесь я буду записывать убавки в лицевом ряду. И когда я буду вязать, я буду видеть лицевой убавка, перехожу в изнаночный, здесь у меня в этом этапе такая-то убавка, в лицевом такая-то, в изнаночном такая-то. И постепенно к своему верху я буду подходить и видеть свои убавки. Также сейчас вот в этапах буду записывать свои тоже убавки, тоже буду по ним следить, и по вот этой таблице тоже можно будет вязать. Фух. Сколько я всего говорю? 30 минут уже. Саша, V-образный вырез по этому же принципу? Нет, не по этому. V-образный легче гораздо.
Почему 10 этапов? Потому что, э, у нас один этап — это 2 ряда: лицевой, изнаночный, равно 1 этап. Мне так проще. Да, V-образный расскажу сегодня обязательно. После этого вот сейчас спинку покажу, потом нарисую, что у меня спереди, просто чисто вам показать, что у меня получилось, и V-образный расскажу. V-образный там быстро, минуточек 5-10 займет. Ну что, расписываем. Какая система вот этих всех записей? Я чисто визуально делю свой вырез примерно на 3 части. Вот одна у меня часть, вторая часть и верхняя третья часть. В первой части у меня, как правило, идет большое количество убавок. Я убавляю вот сразу по 3 петли. Если у меня большое количество петель, я могу и по 5 петель убавлять, и по 6, в зависимости от того, какая у меня толщина нити. Чем толще нить, тем меньше петель, тем, значит, меньше будет здесь убавок больших. Во втором этапе я начинаю убавлять по одной петле. Одна с одной стороны, вторая с другой стороны. То есть всего в 2 рядах минус 2 петли у меня получается. И в конце я могу просто провязать прямо, если у меня, например, вырез глубокий, и там уже никаких петель, ну, не нужно убавлять. Либо у меня толстая пряжа и петель совсем мало, в конце я могу просто вязать прямо вверх, либо я могу убавлять только, например, в лицевом ряду, а в изнаночном провязывать просто все петли без убавок. Вот я делю мысленно на эти 3 части, и тогда я могу примерно знать, какое расположение убавок у меня будет. За счет этого получается вот такой вот как раз полукруглый вырез. Если вы будете постоянно убавлять одинаковое количество петель, у вас он получится, ну, вот просто такой прямой. Это будет неправильно. Нам нужно, чтобы здесь было побольше убавок, здесь поменьше, и здесь совсем можно прямо вверх вязать. Тогда будет хорошо. Итак, 3 петли я убавила. Сразу записываю, что в изнаночном ряду я буду убавлять, но здесь получается тогда наоборот с этой стороны. Здесь вообще-то лицевые, а здесь изнаночные. Что-то небольшой у меня. Давайте я эту сторону тогда запишу, что ли. Значит, у меня будет в изнаночном ряду, а в изнаночном ряду я убавляю с этой стороны только по одной петле максимум. Здесь у меня будет лицевой. Давайте я запишу здесь лицевой ряд. Здесь изнаночный ряд. Сразу записываю, что я убавляю 1 петлю. Готово. И это у меня первый этап. С одной стороны 3, с другой 1. Здесь я записываю 3 плюс 1, то есть всего я убавила 4 петли за 2 ряда. И у меня 19 минус 4 на спицах у меня остается 15 петель, которые нужно убавить. Учтите, что здесь останется 15 петель плюс вот это количество петель, плюс 15 нашего плеча. Не пугайтесь, если у вас больше 15 останется. Так, дальше что мы делаем? Второй этап. Здесь я уже не 3 петли убавлю, а 2, потому что у меня вообще в принципе не так много петель нужно убавить. 19, пишу 2, и в изнаночном ряду убавляю 1 пока. Записываю здесь, я убавила 2 плюс 1, убавила всего 3, 15 минус 3, остается у меня 12 петель. Следите, я могу тут немножко ошибиться. Вперед я уже связала вырез, спинку я еще не вязала, поэтому давайте я буду тут тоже у себя отмечать, что я уже записала. Дальше я снова убавляю 2 вернее 1. Тут записываю 2 плюс 1, убавила 3 петли, 12 минус 3 у меня на спицах 9. Нужно убавить 9 плюс 15, то есть можете посчитать, сколько у меня на спицах. Дальше я снова убавляю 2, 1. Я это все уже себе заранее записала, поэтому я пишу вот так вот четко, не думая. Потом, когда вы станете себе расписывать эти убавки, вы можете первый раз у вас может что-то неправильно поместиться, вы можете переписать. То есть это не всегда с первого раза получается красиво. Возможно даже так, что вы свяжете, и вам не понравится, даже когда вы уже связали. Поэтому ничего страшного в том, что вы после вязания даже можете переписать. Так, 2 плюс 1 я убавила снова 3, 9 минус 3, получаю 6 петель, мне нужно убавить. Дальше, смотрите, вот я уже один этап как бы провязала, один блок, помните, я говорила, на 3 блока я делю.
Дальше я уже решила убавлять по одной петле с каждой стороны. Записываю, здесь я 1 плюс 1 убавила, всего 2. 6 минус 2, у меня остается 4, мне нужно петли убавить. Следующим шагом, что я сделала... Так, сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следующим шагом, что я сделала, я решила, что мне в изнаночном ряду больше не нужно убавлять, я буду их просто пропускать. Давайте я подлиннее прочерк нарисую, а в лицевом закрою одну петлю. В шестом, значит, я только одну петлю убавила. 4 минус 1, мне нужно убавить еще 3 петли. Дальше снова я убавляю 1, ничего. 1, 3 минус 1, мне нужно 2 петли убавить. Следующий этап, я снова, пожалуй, убавлю одну, в изнаночном ряду я ничего не буду убавлять, мне нужно убавить одну петлю. Одну единственную. Я здесь снова убавляю одну, в изнаночном я ничего не убавляю, и мне нужно уже теперь убавить 0. И последний свой ряд, лицевой, изнаночный, я ни там ничего не убавляю. Я вяжу его просто прямо, то есть у меня 0 так и остается. Вот я расписала все свои убавки, и потом, когда я буду вязать, я могу отмечать, что я вяжу. У меня как раз видно блоки в лицевом изнаночном ряду, и могу смотреть по этапам количество петель, которые у меня осталось на спицах. Давайте я сейчас запишу еще свой вырез спереди, и тоже вам это все расскажу. Но уже не так подробно, потому что все то же самое. Главное, чтобы вы вот это себе нарисовали и расписали. У вас здесь должно быть много убавок, здесь поменьше, а здесь совсем чуть-чуть. Так, рисую я свой перед. Он у меня поглубже, поэтому и побольше его вот так нарисую. Я снова здесь, мне нужно какое-то количество петель убавить сразу. Я решила спереди убавить 4 сантиметра. 4 сантиметра у меня оказалось, что это 5 петель. Я округлила до 4, то есть у меня здесь 2 и здесь 2 петли. Глубина моего переда составляет 15 сантиметров. 15 сантиметров это 32 ряда. Вот как я здесь писала, 32 ряда это 32 этапа. 32 я поделила на 2, у меня получилось 16 вот таких этапов. Ряд лицевой, ряд изнаночный. Давайте я, наверное, здесь запишу 16 этапов. Это 1 лицевой плюс 1 изнаночный ряд. И вот точно так же я расписала от 1 до 16 в столбик все свои ряды и расписала все свои убавки. Здесь то же самое. С одной стороны 19 петель и с другой стороны 19 петель. Все потому, что ширина нашего выреза, естественно, с двух сторон должна быть одинаковой. Так, мне нужно с одной стороны 16 вот таких черточек нарисовать и с другой стороны вот 16 этапов. Давайте нарисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нарисовала я все свои точечки. И теперь давайте я просто покажу тоже с этой стороны, как я нарисовала свои убавки. Здесь 2 петли я оставила на спицах, как вы видели, 4 у меня осталось. Дальше, сейчас потом почитаю, что вы пишете, да расскажу. Дальше, что я делаю? Здесь я решила точно так же закрыть 2, 1, 2, 1. Ой-ой-ой, я сейчас запутаюсь. Потом я решила закрыть по одному. Одна петля здесь, одна петля здесь. И здесь у меня получилось... ну, естественно, здесь тоже я одну закрываю обязательно. Сразу же. Вот. И дальше я решила, что в своем изнаночном ряду... Здесь у меня изнаночный ряд. В своем изнаночном ряду я больше не буду делать никакие убавки. Я буду делать их только в лицевом, а изнаночный провязывать просто без всяких убавок. То есть я сразу поставлю прочерки. И что я здесь начала писать? Я здесь по одной петле стала убавлять в лицевом ряду. В начале каждого лицевого ряда и убавила я так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, отлично. Потом я ничего не убавляла и решила убавлять по одной петле через ряд. Так я убавила
Раз, два. Правильно, 2 раза. В последнем ряду, в предпоследнем ряду я ничего не убавляла, и в последнем ряду я тоже ничего не убавляла. Как видите, вот у меня тоже здесь разделение на 3 блока. В первом блоке немножко такие, они подрастянуты у меня. В первом блоке я убавляла по 2 и в изнаночном ряду тоже. Потом я решила убавлять по 1 в каждом лицевом ряду, то есть туда-назад я только минус 1 петлю делала с одной стороны. И в третьем блоке я решила убавлять через ряд в лицевом ряду, а последние 2 ряда я просто провязала вверх. И у меня как раз получилось вот то, что я вам показывала. Фокусируется, нет? Поэтому за счет того, что у меня убавки неравномерные, сейчас сфокусируется, неравномерные, то есть у меня не четко 2, 2, 2, 2, 2 или там 1, 1, 1, 1, 1, 1 до конца, а то, что сначала много, потом чуть меньше, а потом вообще через ряд, как раз вот этот полукруг и получается. Вот, это мой перед. Здесь вы просто переписываете то же самое, либо можете вязать вторую сторону по этой части. Когда мы с вами завтра будем вырезать вырез на спинке, я вам расскажу, как вообще пользоваться этой всей писаниной, как вообще тут разобраться и что это вообще такое происходит. Ну вот, в принципе, весь смысл расчета выреза я вам объяснила. Так я сама всегда сажусь, пишу эти этапы, расписываю. Вот эту табличку тоже себе обязательно пишу, потому что у меня часто, вот чисто с математической точки зрения, бывает очень много ошибок. И бывает, вот так напишешь, свяжешь, и что-то не совпадает. А потом начинаешь считать, и получается, что здесь у тебя не 19 убавок. То есть что вы делаете еще потом в конце? Вы считаете, чтобы у вас вот до этой черты с одной стороны было 19 и с другой. Вот я считаю, у меня сразу 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Готово. И с другой стороны, точно так же здесь должно быть 19. Поэтому обязательно высчитывайте сначала вот это все, а потом вяжите. И поверьте, когда вы вот так все распишете, у вас реально получится полукруглый вырез. Ну все, протараторила я эту тему. Давайте я теперь расскажу про V-образный. С V-образным все гораздо проще. Где-то я его тут рисовала себе. Вот, с V-образным все гораздо проще и даже, мне кажется, понятнее. Так, хороший вопрос. Зачем убавлять в каждом ряду? Обычно в каждом лицевом или в каждом изнаночном? Все дело в том, что если вы будете убавлять только в одном ряду из двух, а какой-то пропускать, то у вас немножечко будут появляться ступеньки. Они будут не то чтобы прям сильно заметны, но поверьте, я давайте нарисую. Вот вы сделали убавку какую-то, и просто следующий ряд провязали, ну вот так, давайте нарисую убавку, сделали, и следующий ряд провязали без убавки, и у вас будет вот такая ступенечка. Потом вы снова убавили, а следующий ряд без убавки, и у вас будет ступенечка. Потом снова ступенечка и так далее. И когда, в принципе, да, когда вы будете набирать потом для резинки петли вот с этих мест, эти ступенечки, они закроются, у вас дальше пойдет резинка, и их не будет видно. Но все равно, понимаете, если можно сделать более красиво, то лучше сделать красиво. Эти ступеньки будут видны с изнаночной стороны, во-первых. Во-вторых, когда вы вяжете, убавляя и в лицевом, и в изнаночном ряду, потом гораздо проще и эту горловину набрать, и, например, обвязать крючком, если вы хотите. Так. Что оно не сфокусировалось опять у меня? Если вы привыкли вязать с прибавками только в одном ряду, вяжите. Я же рассказываю, как делаю я. И все дело в том, что когда убавляешь с двух сторон, вообще никаких проблем. Вот вообще. Так, сейчас я почитаю, что вы пишете. И буду рассказывать V-образные. Спинка полукруглая при V-образном вырезе, если у вас, то вы точно так же расписываете вашу спинку, конечно. Так, при
Спинка такая, пишут, какая спинка при V-образном вырезе. Она может быть разная, она может быть и полукругом, да что ж он не фокусируется. И может также быть и тоже V-образная. То есть спинку я не рассказываю в V-образном вырезе, потому что, ну, и так понятно. Так, привет всем, сижу в аэропорту, скоро вылетаем, решила заскочить к вам на огонек, буду вязать на море. Ой, Надя, как круто, как круто. Кажется, температура опять поднимается от напряжения мозга, Света. Буду пересматривать. Конечно, если это все тяжело сейчас воспринимается, чисто потому что усталая и температура, то да, можно перевязать. Ой, пересмотреть, перевязать. Вообще взрыв мозга, так запутанно, я еще не вязала, зачем так сложно делать? Честно говоря, Виктория, когда я сама это все рассказываю, мне тоже кажется, что это ужас, как сложно. Но на самом деле мой опыт показывает, что когда девочки садятся и все полностью от и до делают по моему плану, они начинают разбираться. Они говорят: "Я понимаю, я стала понимать, зачем, что, куда я пишу". То есть, когда я рассказываю по чуть-чуть, убавьте там, убавьте тут, сразу сыпется куча вопросов. Когда я расписываю вот так каждую деталь, все гораздо проще становится. Ой, что это такое? У меня прямой эфир приостановился. Так, сейчас посмотрим. Сейчас подожду, пока присоединятся девочки, буду дальше рассказывать. Чуть-чуть нам осталось, еще, может, минуточек 10, как раз за час уложимся. О, присоединились девочки, молодцы. Буду тогда рассказывать дальше. Если есть вопросы по поводу вот этого, пишите, буду сейчас отвечать. Как раз про V-образный расскажу и буду отвечать. Был вопрос по поводу, почему так сложно, я на него ответила, и на ютубе потом посмотрите, потому что не хочу повторять. Увидела, что все вдруг остановилось. Прямой эфир приостановлен, мне написали. Итак, вот наш V-образный вырез. Давайте теперь с ним немножко разберемся. Что с ним будем делать? Так, у меня что, опять зависло? Кажется, опять зависло. Сейчас переключимся. Так, присоединяются девочки, отлично, вижу. Света, выздоравливай. Давай. И к нам присоединяйся скорее. Ну все, буду рассказывать про V-образные. Если что, там начало посмотрите на ютубе. Итак, я тоже переписала все мерки, которые у нас есть. Предположила, что глубина моего V-образного выреза 15 сантиметров. Что мы считаем здесь? Все то же самое. Нам нужно знать ширину нашей резинки. Вот она у меня 5 сантиметров так и остается. Здесь плечо мы уже высчитали. У меня получилось 11 с половиной. Я его просто сюда переписываю, чтобы второй раз не повторять. Глубину нашего выреза без учета резинки, вот она так пишется. 15 плюс 5 сантиметров я записываю, 15 с резинкой, 5 ширина моей резинки. Получила я 20. Вот 20 это как раз та моя рабочая мерка, с которой я буду сейчас работать. И 29 мы с вами это уже высчитали. Это ширина нашего выреза без резинки. Тоже мы будем, ну, не фокусируется, что ж такое? Тоже мы будем сейчас ее использовать. Ой, Света, приятно. Все, опять приостановлен.
Да, точно понедельник. Точно. В понедельник всегда "Инстаграм" как-то плохо работает. Почему так? Не знаю. Ладно, рассказываю пока дальше. Запишу свою ширину и запишу высоту. Это то, что нам нужно будет сейчас. Мои плотности вязания. В 10 петлях у меня 7,5 сантиметров, в 10 рядах у меня 4,8 сантиметра. Так, записала, но девочки пока не подключаются. Вот, подключаются. Все, погнали, давайте дальше рассматривать. Что в ширине мне нужно узнать? В ширине мне нужно узнать. Ой, сейчас, где мои вот эти записи? В ширине мне нужно узнать, сколько у меня 29 сантиметров моя ширина. Вот мы записывали 38, я ее оставляю, не буду сейчас пересчитывать. И 11,5 я тоже оставляю, пересчитывать не буду. 15 мы получили. 15 петель. Дальше в высоте. Что нам нужно узнать в высоте? Одну лишь мерку, это глубина нашего выреза 20 сантиметров. Вот ее мы как раз сейчас посчитаем. Так, смотрите, 20 я умножаю на 10 и делю на... Ой, не то. 20 умножаю на 10 и делю на 4,8. Получаю 41,6. Помните, я всегда говорю, что желательно, чтобы было четное количество, поэтому записываю 42 ряда. 42 ряда моя глубина выреза. Вот, значит, отсюда до сюда, от начала моего выреза до верха я должна провязать 42 ряда. Что я дальше делаю? Смотрите, я пишу вам, чтобы вам было понятно. Ой, не то написала. Равномерно. Почему равномерно? Потому что у нас V-образный вырез. Когда мы вязали круглый вырез, 29 сантиметров я показывала в начале, 19 плюс 5 плюс 5. Мы это считали, поэтому посмотрите обязательно. Я думаю, все поймете. Сейчас давайте я все-таки покажу. 19 сантиметров ширина нашего выреза по меркам, 5 ширина резинки с одной стороны, 5 с другой. Нам нужно связать вот эту часть без резинки, поэтому ширина нашего выреза, который мы будем вязать на платье, 29. Вот эту часть мы будем вязать. А резинку будем вязать потом. Итак, равномерно. Потому что у нас V-образный вырез. В круглом вырезе мы делаем убавки неравномерно, по-разному. Где больше, где меньше. В V-образном всегда обязательно равномерно. Равномерно убавить. Давайте посмотрим, сколько убавить. Ширина нашего выреза 38 петель. 38 петель за 42 ряда. Готово. 38 я делю на 2, потому что у нас две стороны. Одна, вторая. 38 делю на 2, получаю 19 петель. Убавить с каждой стороны. Готово. Записала. Что опять зависло? Блин, что ж такое? Это долго очень будет. На ютубе-то люди ждут. Так. 19 петель убавить с каждой стороны. Здесь с одной стороны минус 19 и с другой. Сейчас я дождусь, пока подключатся. Еще раз подключается. Теперь все то же самое, как мы обычно делаем, когда мы считаем наши рукава, убавки, прибавки в каких-то наших основных деталях. Мы количество рядов делим на количество убавок. Вот у нас 42 ряда. 42 я делю на количество убавок с одной стороны, на 19. Давайте я запишу 42 ряды, 19 убавки. 42 я делю на 19, у меня получилось, давайте проверю. 42 делю на 19, получаю 2,2. Да, 2,2. То есть это ряда. То есть примерно в каждом втором ряду минус 2 петли.
Здесь можно убавлять и в лицевом, и в изнаночном ряду. Если вам удобно в изнаночном, убавляйте. Да, эфир жесть, точно. Пишите вопросы, конечно. Если вы убавляете только в лицевом ряду, можете, да, убавлять, в изнаночном не понимаете, как делать, тогда можете, вот как раз количество рядов поделить на 2, либо просто количество убавок поделить на 2. То есть здесь будет примерно в каждом первом лицевом ряду минус 2 петли. То есть в каждом лицевом ряду минус 2 петли. Я записываю, давайте, 42 делю на 2, получается 21. Я записываю 21 клеточку, как обычно я это люблю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. И теперь расписываю свои убавки. Мне нужно убавить, давайте я запишу, сколько, 19 раз убавить. То есть мне нужно поставить 19 точек и в каждом первом лицевом ряду. Я, например, в первом ряду, потому что я уже вижу, что у меня 21 клеточка, а 19 раз нужно убавить. Равномерно, помните. То есть не получится убавлять сразу много, а потом по чуть-чуть. Поэтому я в первом ряду ничего не буду убавлять, начну со второго и поставлю 19 точечек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И как раз до конца у меня будет 19. И в последнем туда-назад убавлять ничего не буду. То есть точечка, это означает минус 2 петли. Записала я это. Смотрите, расскажу еще такие нюансы и потом почитаю. Или давайте сначала почитаю. Вырез такого плана нужно мерить с наклоном или от начала выреза внизу по прямой до шеи. Я не могу нормально объяснить. Наталья, смотрите, какое тут дело. Я советую измерять его вот как раз с наклоном. Почему с наклоном? Потому что мы будем убавлять равномерно петли, и у нас все равно здесь вот такая вот прямая, что ли, линия из лицевых петель будет идти. Эта прямая линия, она как раз-таки равна нашей плотности вязания вот этой. Поэтому по этой прямой линии я считаю количество рядов. То есть у нас все равно здесь получится 20 сантиметров. Если вы хотите прям посчитать точно, чтобы у вас вот это было 20 сантиметров, тогда вам нужно использовать теорему Пифагора. Помните, я про нее рассказывала. Вот это у вас 20. Узнать вот эту вот ширину. Ее легко узнать. 19 поделить на 2. И потом узнать нашу гипотенузу, вот эту часть. И тогда уже точно будете знать количество сантиметров. Сантиметры потом переведете в ряды. И получится то же самое. То есть сделаете те же самые расчеты. С эфиром засада, потому что я подключилась. Мне так часто везет, много неприятных, но не ужасных совпадений. Не переживайте, у нас по понедельникам всегда так. Смотрите, если вы равномерно здесь убавите, ну вот у меня получается в каждом ряду. Что делать, если, например, убавки, ну не в каждом лицевом ряду, а реже? Давайте я тоже нарисую 3 разных случая и расскажу про каждый случай. Если опять висит, ой, если, только хотела сказать, если эфир позволит. Мне тут осталось 3 минутки еще рассказать. И все, и можно заканчивать. Я пока нарисую 3 разных случая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, первый случай. Раз, два, три. Ой, не то рисую. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, что можно подключать? И третий случай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подключились мы. Ждем девочек. Расскажу про 3 разных случая. Предположим, если вам... Сейчас подключится, чтобы я видела, что все хорошо. Ага, подключается. Предположим, у вас получилось так, что вам не в каждом лицевом ряду нужно делать убавки, а, например, в каждом одном, ну, как это записать, в каждом первом-втором ряду. Минус 2 петли. Ну, предположим, по вашим расчетам так получилось. Что вам нужно делать? Тогда вы делаете так. Вы
так и распределяете в первом, втором, то есть в каждом первом, в каждом втором, в каждом первом, в каждом втором. И вот так вот рисуете свои точечки до конца вашего выреза. Так будет лучше, потому что если вы распределите, тогда он у вас будет вот четко V-образный. Главное, чтобы у вас... У меня все выключилось. Главное, чтобы у вас было все действительно равномерно распределено. Если вы будете распределять количество убавок своих, ну, предположим так, вначале вы распишете много, то есть в каждом первом лицевом ряду, предположим, а дальше в конце вы будете через ряд. Так, в принципе, тоже, да, кажется, что правильно и все нормально. То есть вот это правильный вариант. Но на самом деле при таком раскладе у вас неравномерные будут убавки, и у вас вначале будет сильно крутой вырез, потому что убавки будут часто. Сейчас, подождите, я подумаю. Если убавки будут слишком часто, то у вас будет слишком здесь крутой, пологи, да, наоборот, часто. Ой, все, я запуталась. Да, правильно, если слишком часто, то будут сразу резкие убавки. А когда вы будете убавлять пореже, то здесь он у вас будет вот такой. Или, например, если вы вначале захотите через ряд убавлять, так у вас получилось, а потом вы будете убавлять в каждом лицевом ряду. Если вы распишете так убавки, то наоборот, вначале у вас он будет медленно убавляться и будет вот такой, а в конце будет, да, правильно, медленнее убавляться, а в конце будет убавляться гораздо чаще, и тогда он у вас будет вот такой. То есть это, в принципе, неправильно, но если вы хотите такой вариант вашего выреза, то это имеет место быть. Главное, если вы хотите реальный V-образный, то распределить все равномерно. Если они у вас вообще никак не помещаются равномерно, тогда лучше там где-то убавить, может быть, или прибавить, может быть, ширину плеча уменьшить, сделать его поменьше, либо пошире. Тогда у вас будет четкий красивый вырез. Но вот такие варианты, это уже, ну, чисто на ваше усмотрение. Вот, все, что хотела, рассказала. В лицевом, в изнаночном можно убавлять, конечно. Да, главное смотреть, как у вас смотрят петли. То есть, чтобы не было скрещенных петель, чтобы и в лицевом, и в изнаночном ряду убавки были равномерные. То есть, чтобы они были у вас одинаково выглядели. Вот так можно сказать. Сейчас я поменяю камеру и с вами попрощаюсь, наверное. Ну, смотрите, я за час ровно уложилась. Прошел час и 2 минуты. У меня на ютубе тут идет запись как раз. И я могу посмотреть. Так что я молодец. Если вопросы есть, пишите. Как раз я сейчас камеру поменяю, YouTube мне позволит, ой, не YouTube, Instagram мне позволит, или мой телефон, я даже не знаю, мне позволит с вами пообщаться. Эфир замучил. Меня тоже, девочки, очень мучает эфир, когда все тормозит, и я понимаю, что вам очень неудобно смотреть. Хорошо, что есть YouTube. Сашенька, умничка, молодец, все понятно и хорошо. Спасибо, девочки. Если надо убавить в каждом 2,5, как лучше распределить? Вот точно так же. Вот точно так же, как я рисовала здесь. Через 2, через 3, через 2, через 3. Получится у вас 2,5. Вот если 2,5, это вообще удобно. Если, например, там 2 и 3, тогда будете убавлять в каждом втором ряду, и у вас останется еще какое-то расстояние, либо прямо провязать, либо, может быть, вы тогда увеличите количество убавок. Ну, это уже частные случаи, и нужно, ну, как бы на каждый случай смотреть индивидуально и решать, как вам будет удобнее. Вот, ну все, девочки, давайте буду прощаться, не буду вас уже мучить. Завтра с вами свяжем вырез на спинке, я покажу, как я это все делаю, почему я делаю убавки и в изнаночном ряду, и в лицевом, почему, как это все должно красиво выглядеть. Не поняла только, почему по 2 петли, тогда 38 всего убавим.
Минус 2 петли, что это значит? Это значит, вот с одной стороны минус 1 петля, и с другой стороны минус 1 петля. Вот это я имела в виду. То есть, как бы, мы же будем с вами вязать одну сторону по этой схеме и вторую сторону по этой схеме. Поэтому я пишу минус 2, чтобы вы понимали, что одна сторона и вторая. Саша, если у меня идет коса по центру, то убавки делать также сбоку от косы. Да, сбоку от косы, но косу я бы не трогала. То есть я бы делала убавки, вот четко заканчивается коса и вязала бы 2 вместе. Так, спасибо, все понятно, отлично. Спасибо, Сашенька, как всегда, после таких расчетов изделие будет идеально. Ну, я надеюсь. Но пока вырез меня мой устроил. Вот еще раз я убедилась, что то, что я вот так вот это все расписываю огромными количествами, оно, ну, реально не подводит. Потому что, когда раньше я вязала так немножко, просто написав убавки и немножко там в процессе регулируя, не всегда получалось хорошо, и бывало перевязывала. На серо-синем платье какой вариант выреза? V-образно он там, вот такой. Поэтому я захотела связать другой. Саша, ты в круглой горловине не расписываешь клеточку, как в рукаве на платье летнем делали табличку? Нет, здесь не расписывала, потому что на платье я уже показывала, здесь я вот показала вот такую систему. Какой именно? Нет, вот этот, который четкий, равномерный. Вот этот V-образный. Какой из них? Спрашивает Света. Как Индиана Джонс, шляпы не хватает, спасибо. Да, обычный V-образный. Ну, не то чтобы неправильные, 2 нижних неправильные. Если вы хотите, вы можете ими воспользоваться. То есть это просто варианты вырезов. Если чисто V-образный, классический, тогда равномерно, нужно убавлять. Это самое главное. Убавить можно и в изнаночном ряду, да, в изнаночном тоже, конечно. Саша, там столько пряжи, это полушерсть. Это где, за спиной? Там очень много разных составов, не только полушерсть. Короче говоря, я надеюсь, что вам было понятно с вырезом. Я еще сегодня вечером думала, что растянется больше, чем на час, и как бы мне это все успеть. Но вот получилось вроде. Я надеюсь, что получится. Что я от вас жду? Домашнее задание, как обычно в конце. Вы выбираете свой вариант выреза, ну вы его уже выбрали, и вы мне скидываете. Желательно скинуть вот такую штуку, я сразу по ней пойму. Вы распишите убавки. Ну, расчеты тоже можете скидывать. Вот это можно не писать, это для вашей проверки. Но если вы это пишете, скидывайте мне все. Если V-образный вырез, скидывайте вот эту табличку, чтобы по табличке я ну, смотрела, как вы распределили убавки. Вот. Какой еще хотела сказать нюанс? Есть такие девочки, которые мне скидывают, ну вот совсем там чуть-чуть, план работы, ну вот буквально вот в таком виде, и больше ничего. И говорят, я все рассчитала, все нормально. Я верю, что вы понимаете, это понятное дело, что многие, ну, совершенно спокойно чувствуют себя в вязании, им не нужно там постоянные отчеты мне присылать, они и так уверены в своих силах. Но смысл в том, что я тогда не могу взять ответственность за вашу работу, и не могу потом, ну, вам что-то подсказать, потому что я не видела расчеты. Поэтому, если вы все-таки, ну, там, переживаете, да, что что-то не так получится, то лучше скидывайте мне расчеты целиком, а не просто конкретный план. Иначе, ну, я вот, ну, не смогу я проверить, потому что я не знаю, на что мне опереться. Я не вижу выкройку, я не вижу расчеты, и я не могу вот эти все цифры сопоставить, которые вы мне пишете, чтобы понять, правильно или нет. Вот. Насчет того, как я это вяжу, вот вы сделали расчеты, если вы не понимаете, как это вязать, что дальше делать с этим, не вяжите, подождите завтрашнего вечера. Я покажу, как я это делаю я, как я с одной стороны убавляю, как с другой. Почему я убавляю и с изнаночной стороны, и с лицевой, потому что там есть один момент, там 2 вместе вязать не стоит. Там нужно петлю в петлю вставлять, чтобы была красивая косичка сбоку и чтобы не было вот этой вот ступеньки.
Еще такой момент, если вам удобно, знаю, что не многие, несколько девочек мне уже прислали расчеты выреза еще давно. То есть они хотели связать от начала до конца полностью спинку и вперед, поэтому сразу вырез посчитали. Я его приняла, потому что, ну, там все логично было. Вот, но если вам удобно, то есть вы на это посмотрели, я видела, что девочки там иначе писали. Не писали в изнаночном ряду убавки, писали только с одной стороны, вот здесь, снизу. Если вам удобно писать так, вот с одной стороны снизу, пишите так, как привыкли, если вы уже давно, да, этим занимаетесь. Но вот тоже завтра я вам покажу, как это все совместить на практике, чтобы не было вот этих самых ступенек. Потому что если просто вязать 2 вместе, они будут все равно. Короче говоря, вот так. И я, в принципе, разделяю убавки в лицевом и в изнаночном ряду, чтобы не запутываться, потому что проще видеть одну цифру и убавлять то количество петель, которое написано. Вот у меня минус 2, я 2 убавила, минус 1, я убавила 1. Если я буду писать везде, 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 только снизу количество убавок, а потом прикидывать, какие я убавлю в изнаночном, какие в лицевом, я могу запутаться. Вот, в общем, если будут вопросы, пишите, если вы уже как-то распределили свои вырезы, мне присылайте, будем вместе решать, а завтра я покажу, как я это делаю все на практике. Надеюсь, вырез на спинке получится красивым. Я вот расписала все и буду с вами завтра вязать от начала до конца, так что будем вместе оценивать, что у меня там получилось с вырезом. Ну, вроде все. Жду от вас вот такие расчеты. Сроки я напишу в закрытом профиле Инстаграм. Ну и все, вяжите. Те девочки, которые не успевают вязать до среды, пишите мне, будем ставить новые сроки, и все будет нормально. Все, я уже 1:11 разговариваю, уже сильно много заболталась. До завтра, все, я пойду отдыхать или вязать, не знаю, что буду делать. Все, пока вам, до завтра, хорошего всем вам дня завтра.